Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бэрон и Дилан рассказывают о том, как они находятся в начале своего пути и что им нужно усерднее работать. Он говорит, что нам нужно хорошо спланировать, что они будут делать от имени Мирана. Они считают, что было бы разумнее открыть детскую больницу и оказать им услугу. Затем он решил построить школу, и из этой школы выйдут инженеры и врачи, и он вспоминает свои прошлые мечты, думая, что для нашего сына это станет хорошо оборудованной школой, полной искусств и спорта. Дилан, все осталось незавершенным. Я представлял, будет ли наш сын с нетерпением ждать школы или робок. Я представлял, что готовлю ему коробку с обедом и собираюсь забирать его из школы каждый день. Он будет рассказывать мне, как прошел его день. В дороге, и я думал, что вечером мы все встретимся за веселым столом. Баран говорит, что даже если наша мечта останется незавершенной, мы постараемся реализовать мечты детей в построенной нами школе. Потом делят работу и говорят, что займутся исследованием вещей, необходимых для школы. Пока госпожа Хаджер смотрит на цветы в саду и говорит, не стоит смотреть на них здоровыми снаружи, они гнилые внутри, когда приходит Тарик, госпожа Хаджер предупреждает Нихат, будь осторожен, этот человек делает что угодно ради денег, если дела пойдут не так, однажды он причинит тебе вред тоже. Уходя, Тарик говорит матери, будь осторожен, не срезай все розы, потому что они гнилые внутри, сад будет пуст. Госпожа Хаджер сердито сказала, если бы я предоставила это вам, вы не смогли бы сорвать ни одной сухой травинки. Пока Бэрон исследует сюжет, он обменивается идеями с Диланом. Дилан не должен быть отдаленным местом, с точки зрения отсутствия транспортных проблем, это имеет смысл для Барана и предлагает еще одну большую землю, но Дилан устраняется, потому что это фабрика. Наконец, Дилану очень понравилось место, которое он мне показал, и он сказал, это то место, о котором я мечтал. Когда Дилан говорит пойти и посмотреть землю, не теряя времени, Бэрон говорит, что у него напряженный день. В то время как Дилан соглашается с ним и говорит, что вы только что взяли на себя управление бизнесом, и вам нужно позаботиться о стольких вещах, Бэрон не может не сказать, что нет ничего в этом мире важнее, чем счастье детей. Когда Берфин Айхан приходит в женский дом, госпожа Айхан с радостью приглашает ее войти и знакомит с Акифом. Когда Акиф замер, госпожа Айхан сказала, «Добро пожаловать, мой сын», а затем Акиф говорит, «Добро пожаловать, моя тетя много говорила о тебе». Когда госпожа Айхан идет проведать Ипека, который очень болен, Берфин передает Акифу файл и говорит, «Брат Баран просил меня передать его тебе». Когда госпожа Айхан говорит, что Ипек спит, и просит Берфина не уходить, пока она не проснется, Берфин соглашается, говоря, что у меня всегда есть время для Ипека. Когда они идут посмотреть землю с Диланом Бараном, они планируют небольшой пикник. Пока они готовятся на кухне, приходит Чинар и спрашивает, что они делают, а когда он узнает, спрашивает, могу ли я пойти с вами. Когда Дилан говорит, было бы здорово, но сначала нам нужно получить разрешение от твоей матери, Чинар говорит, но даже если она говорит, что не позволит, давай все равно спросим Дилана. Когда Дилан идет и спрашивает, Джейда не позволяет этого, и Дилан говорит, что это не займет много времени, мы придем быстро, но Джейда говорит, что на этот раз вам не нужно много времени, чтобы потерять ребенка, мы уже это испытали. Когда Чинар очень расстраивается, Дилан пытается его подбодрить, но Чинар недоволен. Когда Дилан рассказывает Барану о том, что произошло, и говорит, что я потерял всякий энтузиазм, когда увидел таким Чинар, Баран говорит, знаете, мы туда не просто на пикник едем. Дилан говорит, что ты прав, но когда мы вернемся, давай сделаем что-нибудь, чтобы сделать Чинара счастливым. Берфин готовит уксусную воду, чтобы снизить температуру Ипека. Когда Акиф говорит, что он хорошо разбирается в уходе за детьми, Берфин объясняет, что я каждую минуту был с Чинаром, поэтому я к этому привык. Когда Акиф Ипек говорит, моим самым важным достоинством является то, что иногда мне в голову приходят плохие сценарии, и я стараюсь думать о вещах получше, чтобы забыть их, Берфин говорит, ни о чем беспокоиться, дети растут с трудностями, вот как это точка. Когда Дилан и Бэрон выходили из особняка, госпожа Хассер встала у них на пути и спросила, что происходит. Баран ответил, у нас есть работа.
Затем он звонит Тарику и говорит, что Баран и Дилан, вероятно, собираются на пикник, разберитесь с этим сегодня, но нужно быть очень осторожным. Когда Дилан достигает места назначения и говорит Барану, что он хотел бы, чтобы Чинар пошел с нами, Чинар выходит из-за дивана и говорит: «Я здесь». Дилан говорит, что мы будем делать с тобой, ты стал беглецом, и Баран говорит ему, чтобы он как можно скорее позвонил Джейде. Дилан идет, чтобы позвонить, и звонит Джейде, говоря ей, что Чинар спрятался в машине и поехал с ними. Джейда говорит: «Давай», я искал его повсюду, и предупреждает его, чтобы он больше не терял ребенка. Дилан говорит: «Хорошо, Джейда, хорошо», и вешает трубку. Когда Дилан приходит к Барану с искаженным лицом, Баран спрашивает, что случилось. Дилан говорит, что это произошло, но с этого момента давай повеселимся. Она говорит: как только Джейда повесит трубку, наслаждайтесь, пусть Тарик услышит это, и посмотрим, что произойдет. Хасан начинает шевелить руками и пальцами. И теперь ему так хорошо, что он пытается встать. Когда он пытается встать и пойти, не может прийти в себя и падает. В этот самый момент госпожа Хаджер поднимается по лестнице с едой Хасана в руке, и Хасан пытается встать с пола до ее прихода. Когда он собирался войти в комнату, госпожа Хасиби остановила его и спросила об ужине, а Хасан быстро собрался и пошел спать. Когда приходит госпожа Хаджер, она видит состояние Хасана и говорит, что он потеет, и садится рядом с ним, чтобы накормить его едой. Дилан, Баран и Чинар достают то, что приготовили дома, и устраивают пикник. Они оба заботятся о Чинаре. Чинару удается заставить всех улыбнуться. Пока господин Кудрет был в компании, Тарик зашел в его комнату и спросил о Баране. Он сказал, что они с Диланом ушли и занимаются исследованием, чтобы построить школу. Тарик притворился счастливым и спросил: «Благодаря им я могу сделать что-то полезное для детей, а где место, где они это сделают?» Кудрет Бей говорит: «Приди и покажи мне, сынок», и показывает землю. Тарик говорит, что это место окружено зеленью, как я и думал, и уходит, говоря: «Я пойду, потом поговорю с Бараном». Затем он отправляет местоположение Нихату и звонит, и Баран предупреждает его закончить эту работу сегодня. Когда Чинар хочет сыграть в мяч, Дилан и Баран говорят, что мяча нет, а когда Чинар думает об этом и говорит, что взял мяч с собой и что он в машине, Баран говорит, что мы должны быть очень осторожны с этот ребенок, он заставит нас заснуть стоя. Баран идет и забирает мяч из машины, и они все вместе начинают играть. Все они выглядят очень веселыми и счастливыми. Они делают корону из ромашек и носят ее на голове Дилана. Они с любовью смотрят друг на друга, пока Чинар сидит на коленях у Барана. Они оба наблюдают за Диланом, пока он танцует и целует их. Пока Джейда сидит у бассейна, приходит Тарик и спрашивает, где Чинар, говорит, что его забрали дамы Дилана. Когда Тарик внезапно кричит: «Как Джейда, как ты можешь не сообщить мне?», приходит госпожа Хаджер и спрашивает, что происходит, сынок, что это за крики. Тарик очень злится, когда звонит Барану и Дилану и не может с ними связаться. Когда госпожа Хаджер спрашивает, что происходит, Джейда забирает Барана и Дилана Чинара и говорит, что они сообщили мне позже, а затем госпожа Хаджер ругает Джейду. «Но что я такого сделал, чтобы вызвать такую реакцию?» — говорит, «наверное, больше ребенка не потеряют». Когда лихорадка и пека спадает, Акиф благодарит Берфина. Пока Дилан и Чинар лежат на земле и наблюдают за облаками, когда Чинар сравнивает облако со слоном, Дилан и Баран возвращаются во времени и вспоминают момент, когда Баран и облако напоминали ноги и руки Мирана. Глаза обоих полны слез. Пока Баран уходит, чтобы позвонить, Нихат наблюдает за ними. В этот момент он целится в Дилана. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.